Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим 20 популярных скрытых функций опций, которые вы сможете самостоятельно установить и активировать на Mitsubishi Lancer 10. И обязательно до просмотра данного видео или уже после ознакомьтесь с отдельным видео на канале по активации скрытых функций и опций. Там вы узнаете, как активировать, с помощью чего и с помощью каких программ. Ссылка на данное видео будет в описании. Ну а мы начинаем. Именно данную опцию в большинстве случаев устанавливают самой первой из-за ее простой установки и активации. И я не исключение. Самое первое видео на канале было как раз про установку данной опции. Круиз-контроль позволит вам зафиксировать определенную скорость в дальней дороге, и автомобиль будет автоматически поддерживать заданную скорость без необходимости нажатия на педаль газа. Для ее реализации необходимо установить кнопки круиз-контроля, датчик тормоза и, если у вас механическая коробка переключения передач, датчик сцепления. Большую часть необходимых запчастей можно купить на AliExpress или на автомобильных разборках. После установки на дорестайлинговом Lancer 10 до 2011 года все должно заработать сразу после установки. Активация круиз-контроля потребуется лишь только на рестайлинговом Lancer 10 после 2011 года выпуска и переходных моделях. Активация несложная, необходимо в ВБУ двигателя активировать вот эти пункты. После чего круиз-контролем можно пользоваться, но учтите, что работает он только при скорости свыше 40 км в час. И, к сожалению, столь легкая установка актуальна только для автомобилей с двигателями 1.8, 2 и 2.4 литра. На двигателях 1.5 и 1.6 установка более трудная. Необходимо нарастить проводку, прошить, а в некоторых случаях и вовсе заменить ЭБУ. Ссылка на более подробное видео установки круиз-контроля и его работы будет в описании. Большинство владельцев Lancer 10 даже не догадываются о существовании данной функции. По умолчанию, если зажать подрулевой переключатель дворников, дворники и форсунки будут работать, пока вы не отпустите подрулевой переключатель. Но можно активировать комфортный омыватель в блоке ETAX. Для этого в вариант-кодинге находим вот этот пункт и активируем. А в кастом-кодинге находим данный пункт и также активируем. И теперь при кратковременном зажатии подрулевого переключателя включается режим прерывистой работы форсунок-омывателей и дворников. Но почему-то у меня отсутствует режим дотирки, который производит через несколько секунд еще один взмах дворников для дотирки стекающих капель. Скорее всего, он есть в более свежих версиях блоках ETAX. Ну а если зажать переключатель дворников чуть дольше, срабатывает стандартный режим. Данная опция позволит вам выставить оптимальную для вас температуру, а за остальные регулировки будет отвечать автоматика. Комплектующие для данной опции покупать лучше БУ с разборок, так как если покупать новое, выйдет далеко не бюджетно. Вам потребуется заменить регулятор климат-контроля и установить датчик температуры салона с трубкой. Активация здесь не требуется, все заработает сразу после установки. Также дополнительно можно установить датчик солнечной активности, который будет отвечать за активность работы климат-контроля при нахождении автомобиля на солнце. Но помните, что на автомобилях до 2012 года выпуска регулятор климат-контроля идет с одним разъемом, а с 2012 года и на переходных моделях с двумя, так как в регулятор встроили блок управления климат-контроля. Ссылка на более подробное видео установки климат-контроля также будет в описании. Это одна из самых полезных опций, по моему мнению, которая позволит открывать крышку багажника нажатием одной кнопки, а при наличии штатной сигнализации – с ключа. Для реализации данной опции вам понадобится электрозамок, кнопка открытия багажника, крепежная скоба для кнопки, провод 1 метр и пины папа и мама или врезная клемма. На момент установки я покупал все комплектующие новыми, но сейчас цены на порядок выше, поэтому смело можно покупать БУ, предложений очень много. Снимаем старый механический замок и устанавливаем новый электрозамок. Разъем для подключения у вас будет с завода. Далее откручиваем личинку замка и вынимаем посадочную заглушку. Устанавливаем кнопку, фиксируем ее с внутренней стороны скобой и подключаем в разъем, который также идет с завода. Так как Lancer 10, поставляемые в Россию, не комплектовались кнопкой открытия багажника и электрозамком, необходимо нарастить один провод. Снимаем заднее сиденье и боковую часть внутренней стороны левой задней арки. От разъема D17 со стороны салона заходит черно-желтый провод. Его нам надо продлить до внутренней части арки со стороны багажника, до разъема F28 и соединить с красным проводом, отвечающим за работу кнопки. Для соединения
соединения используем пины папа-мама с донорской проводки, либо врезные клеммы. Теперь необходимо активировать в блоке ETAX электрозамок и кнопку открытия багажника. Находим вот этот пункт и активируем. В некоторых случаях необходимо активировать еще данный пункт. После активации все заработает штатно. Работа электрозамка полностью связана с центральным замком, и если закрыть автомобиль, багажник при нажатии на кнопку не откроется. Более подробно с процессом установки можете ознакомиться по ссылке в описании. Это одна из полезных функций, которую я активировал сразу же, как только узнал о ее существовании. Суть заключается в автоматическом закрытии центрального замка при начале движения и автоматическом открытии центрального замка при переводе рычага переключения передач в режим паркинга, либо, если у вас механическая коробка передач, при переводе ключа в режим лок. Для активации данной функции необходимо в вариант кодинги найти и активировать вот этот пункт. И теперь при наборе скорости свыше 20 км в час центральный замок будет автоматически закрываться, а в случае аварии произойдет автоматическая разблокировка центрального замка. Также в этом пункте вы можете выбрать данные настройки по отдельности. Теперь в вариант кодинги находим вот этот пункт и активируем. Это позволит в кастом-кодинге выбрать режим автоматического открытия центрального замка. А в кастом-кодинге находим вот этот пункт и активируем повторное запирание. Далее там же в кастом-кодинге находим вот этот пункт и теперь выбираем режим автоматической разблокировки центрального замка. При выборе данного режима центральный замок будет разблокироваться при переводе рычага коробки переключения передач в режим паркинг. Этот режим то же самое, что и предыдущий, но здесь добавлена зависимость от нажатия кнопки блокировки стеклоподъемников. Если кнопка блокировки стеклоподъемников не нажата, то есть разрешено использование стеклоподъемников, то при переводе рычага переключения коробки передач в паркинг центральный замок автоматически разблокирует двери. А если кнопка блокировки стеклоподъемников нажата, то при переводе рычага переключения коробки передач в паркинг автоматической разблокировки замка дверей не произойдет. Следующий режим разблокирует центральный замок при повороте ключа зажигания в положение лок. Данный режим в основном используется на автомобилях с механической коробкой передач. И последний режим то же самое, что и предыдущий режим лок, но здесь также задействована в алгоритме кнопка блокировки стеклоподъемников. Насколько я помню, на моем старом блоке ETAX была возможность активировать автоматическое открытие центрального замка при переводе рычага коробки передач в режим драйв, но после замены блока ETAX этого пункта я больше не нашел. Так что имейте в виду, на разных блоках ETAX какие-то пункты могут называться чуть иначе, либо вовсе отсутствовать. Данная опция позволит автоматически включать ближний свет фар и габариты на рефлекторных фарах в режиме ДХО при запуске автомобиля. Со штатными биксеноновыми фарами данная опция, к сожалению, работать не будет. Активируем режим ДХО в вариант кодинги и далее находим вот этот пункт и выбираем один из 6 режимов. Первый режим – обычный. После запуска двигателя автоматически включатся габариты и ближний свет фар, даже в том случае, если переключатель света находится в положении «выключено». Второй режим – это то же самое, что и предыдущий режим, но здесь в алгоритме задействован ручной тормоз. Если при запуске двигателя поднят ручной тормоз, ближний свет фар и габариты автоматически не включатся. Если отпустить ручной тормоз, соответственно, включится ближний свет фар и габариты. Для третьего и четвертого режима вместо штатного реле ближнего света фар потребуется установить полевой транзистор или, как его еще называют в народе, более мощное реле. После чего активируем третий режим – притухающий. Здесь после запуска двигателя, если переключатель света находится в положении «выключено», ближний свет фар будет гореть с притуханием, при этом габариты на автомобиле гореть не будут. Притухающий режим также работает в режиме габаритов. И если включить ближний свет фар, фары заработают в штатном режиме в полную мощность. Четвертый режим – это тоже притухающий режим, но здесь задействован в алгоритме ручной тормоз. То есть при запуске двигателя, если поднят ручной тормоз, фары не включатся. Если отпустить ручной тормоз, режим притухания на фарах включится. И остаются пятый и шестой режимы, независимый и независимый с ручным тормозом. В этих режимах вы можете задействовать нештатные дневные ходовые огни или противотуманные фары в режиме ДХО. Если вы хотите задействовать противотуманные фары в режиме ДХО, то потребуется установить перемычку в подкапотном блоке предохранителей или на блоке ETAX в разъеме C312 между пинами 10 и 4. Также для полной автоматизации можете установить датчик света, с помощью которого режим ДХО будет работать полностью автоматически без вашего участия. Более подробно с активацией режима ДХО и его режимами работы можете ознакомиться в видео по ссылке в описании.
По умолчанию средний расход автомобиля считается автоматически и обнуляется каждый раз по истечении 4 часов после перевода ключа в положение лог. Это, в свою очередь, вносит большую погрешность при подсчете среднего расхода топлива. Например, при длинной поездке или от заправки до заправки. В приборной панели можно включить ручной подсчет, но он также обнуляется после простоя. Отключить обнуление подсчета среднего расхода топлива можно в вариант кодинги. Находим вот этот пункт и отключаем. Теперь подсчет среднего расхода топлива будет намного точнее, а обнулить его возможно только вручную путем зажатия кнопки «Инфо». Если кто-то из вас планирует устанавливать датчик света, то вам представлены на выбор два штатных варианта его установки. Первый, самый простой. Это установка датчика света на торпеду в специальное посадочное место. Сюда возможно установить два вида датчика. Просто датчик света или совмещенный датчик света и датчик освещенности. Я себе устанавливал второй вид датчика, так как датчик освещенности необходим для более корректной работы климат-контроля. Установка простая. Извлекайте заглушку на торпеде, прокидывайте 3 провода до блока ETEX к разъему C301 и подключайте по следующей схеме. Пин 1 датчика света к пину 3 разъема C301, пин 2 датчика света к пину 18 разъема C301, пин 3 датчика света к пину 20 разъема C301. Далее, чтобы появилась возможность включить режим авто, необходимо установить подрулевой переключатель с режимом авто и активировать датчик света в вариант кодинги. Находим вот этот пункт и выбираем один из двух режимов. В этом режиме при наступлении темноты включаются сразу габариты и ближний свет фар. А в этом режиме сначала включаются габариты, а как еще стемнеет ближний свет фар. И второй вид датчика — это совмещенный датчик дождя и датчик света. Тут установка немного сложнее, так как сам датчик с линзой крепится на лобовое стекло. В основном данный датчик ставят ради датчика дождя и в нагрузку активируют датчик света. По поводу установки есть небольшие нюансы, поэтому сам процесс установки лучше посмотреть в отдельном видео на канале. Если вы успешно все установили, то подключаете датчик света в разъем C316 в пин 1 блока ETEX и активируете вот этот пункт. Я протестировал оба данных датчика, и то, как они работают, меня полностью устраивает. Но по отзывам других владельцев, датчик света на лобовом стекле работает более логично из-за его расположения под углом на лобовом стекле. Происходит меньше ложных срабатываний, особенно это проявляется при проезде под мостами. Чувствительность данных датчиков можно настроить в кастом-кодинге. Данная опция недоступна для российского рынка, но сами зеркала с автоскладывания можно установить с праворульного Lancer 10 после небольшой доработки и при условии, что ваш блок ETEX поддерживает складывание зеркал. Кто-то считает это бесполезной опцией, но я этой опцией пользуюсь постоянно на парковках и узких проездах. Но из-за того, что углы опор разные, чтобы зеркала с праворульной машины правильно складывались на леворульных, необходимо немного доработать механизмы складывания. Извлекаем механизмы. На левом механизме необходимо сточить 4 мм в этом месте, а на правом механизме с помощью кусочка пластика и суперклея нарастить 4 мм. Устанавливаем доработанные зеркала на автомобиль, меняем старый блок регулировки зеркал на новый с кнопкой складывания и прокладываем недостающую проводку через дверные разъемы по следующей схеме. По 2 провода от разъема C317 блока ETEX на левое и правое зеркало и 1 провод от разъема C301 блока ETEX до кнопки складывания на двери. Теперь вариант кодинги блока ETEX активируем вот эти два пункта. А в кастом-кодинге выбираем один из 4 режимов работы складывания зеркал. Складывание и раскладывание только с помощью кнопки. Складывание с кнопки, а раскладывание при достижении определенной скорости. Складывание при переводе ключа в положение Lock, а раскладывание при повороте ключа в положение Unlock и при открытии и закрытии водительской двери. И синхронная работа со штатной сигнализацией. Более подробно с процессом установки и активации вы также можете ознакомиться в видео на канале. Ссылка в описании. Небольшая полезная функция, которая позволит подсветить дорожку к вашему дому в темное время суток. Активируется вариант кодинги. А в кастом-кодинге в этом пункте можете выбрать время работы данной функции. И теперь, после того, как вы перевели ключ в положение Lock, кратковременно потяните переключатель света на себя. Включится ближний свет фар, и через выбранное в кастом-кодинге время, как правило 30 или 60 секунд, автоматически отключится.
Небольшая полезная опция, которая будет информировать вас о незакрытом капоте при заведенном автомобиле. Для этого необходимо установить штатный концевик в замок капота, который, например, можно извлечь с замка от праворульного Lancer 10. Сам замок установить не получится, так как все внутренности в нем отзеркалены. Поэтому снимаем концевик с донорского замка и устанавливаем в родной замок вашего автомобиля. Проводка для подключения на рестайлинговых Lancer 10 идет с завода. А если у вас дорестайлинговый Lancer 10, проводка, к сожалению, отсутствует. Поэтому либо прокладываем ее самостоятельно, всего 2 провода. Первый прокладывайте от замка капота до блока ETEX в разъем C312 пин 12, а второй провод минус, например, на кузов. Либо приобретайте концевик и проводку с донора. Или покупайте готовый комплект для установки, в котором присутствует концевик с разъемом, проводка и весь необходимый крепеж. Активация здесь не требуется, все заработает сразу после установки. В большинстве случаев в России на Lancer 10 устанавливались рефлекторные фары, и лишь на ограниченную серию машин устанавливались биксеноновые фары. Я не говорю, что рефлекторные фары светят плохо, они светят достаточно хорошо, но биксеноновые фары светят намного лучше. Но, к сожалению, оригинальные новые фары стоят очень дорого, поэтому оптимальным решением будет установка биксеноновых фар с праворульного Lancer 10, или, как его называют в Японии, Fortis. Вам лишь потребуется адаптировать данные фары под правостороннее движение. Также в интернете продаются готовые комплекты, которые уже адаптированы под правостороннее движение. Вам лишь потребуется установить данные фары на свой автомобиль без каких-либо доработок. Лишь на дорестайлинговом Lancer 10 понадобится небольшая перепиновка проводов в разъеме. Если сравнивать свет на рефлекторных и штатных биксеноновых фарах, то разница очевидна, свет потрясающий. Если вы установили штатные биксеноновые фары, то вы можете задействовать специальную секцию адаптивного освещения, которая будет включаться при повороте руля, тем самым освещая темные участки дороги в поворотах. Вам потребуется установить блок системы адаптивного освещения. Но помните, что на дорестайлинге и рестайлинге Lancer 10 идут разные блоки. В дорестайлинге это отдельный блок, а в рестайлинге с 2011 года выпуска будет блок нового образца, в котором совмещен автокорректор и система адаптивного освещения. Также потребуется установить в руль датчик положения руля. Их бывает 2 вида, старого и нового образца. Для установки данного датчика необходимо снять руль и основу, на которой крепятся подрулевые переключатели. Сам датчик положения руля прикручивается с обратной стороны. Также потребуется добавить проводку для подключения данного датчика. И остается заключительный этап — активация в блоке ETEX 3 пунктов для работы системы адаптивного освещения в поворотах. И теперь, в зависимости от поворота руля, у вас будет загораться правая или левая секция адаптивного освещения, освещая темные участки поворота. Я себе данную опцию активировал сразу вместе с установкой штатных биксеноновых фар. Ссылка на данное видео будет в описании. Данная функция будет сигнализировать водителя внутри автомобиля о включенной задней передаче. Активируется вариант кодинга вот в этом пункте. Но учтите, что работает данная функция только на автоматической коробке передач или вариаторе. На механической коробке переключения передач работать не будет. С завода на Lancer 10 с рефлекторной оптикой устанавливается ручной корректор фар. Но если вы установили штатные биксеноновые фары, вам в обязательном порядке необходим автоматический корректор фар. И такая штатная опция тоже есть. Как и при установке большинства других опций, комплектующие лучше покупать не новые, а БУ с разборок. Для данной опции вам необходимо установить блок автокорректора. Устанавливается он в специальном месте за бардачком, разъем для подключения будет у вас с завода. Если покупаете данный блок с разборки, не забудьте про кронштейн для его крепления. Я напоминаю, что на рестайлинговом Lancer 10 блок автокорректора и система адаптивного освещения в поворотах совмещены в одном блоке, а на дорестайлинге блок автокорректора идет отдельным блоком. Далее устанавливаем задний датчик сбора с кронштейнами, косточками и проводкой в специальные установочные места. Крепится он на рычаг и кузову за задним правым колесом. Далее через специальное отверстие прокладываем в салон проводку. На большинстве Lancer 10 на крыле со стороны салона идет разъем, в который подключается задний датчик. Теперь устанавливаем передний датчик, предварительно сняв переднее правое колесо. Как и для заднего датчика, для переднего предусмотрены все необходимые крепления с завода. Но устанавливается все чуть сложнее, так как крепить датчик кузова придется на ощупь. К одной из гаек доступ затруднен. Также трудности могут возникнуть при креплении пластикового кожуха с проводкой переднего датчика, так как места мало и его надо закрепить на кузове. Трудно, но вполне выполнимо. После чего активируем 2 вот этих пункта.
И теперь у вас полностью рабочий автоматический корректор фар. Главное, после установки обязательно съездите на СТО и отрегулируйте фары по ГОСТу. Более полное видео установки автоматического корректора фар есть у меня на канале. Эта функция будет сигнализировать водителя о забытом ключе в автомобиле. Активируется вариант кодинги. Находим вот этот пункт и выбираем один из двух режимов. Этот режим информирует о забытом ключе при открытии только водительской двери, а этот режим и водительской, и пассажирской двери. Если честно, я практически не пользуюсь данной опцией из-за большого расхода омывающей жидкости. Но наличие омывателя фар обязательно, если установлены фары с газоразрядными лампами. Данную опцию можно реализовать намного дешевле нештатными способами, установив бюджетные и универсальные комплекты с верными форсунками под фары. Но я сторонник штатных решений. Если есть возможность реализовать опцию штатно, надо устанавливать именно штатно, хотя это иногда и не бюджетно. Список деталей и запчастей относительно объемный, но сама установка не трудная, поэтому советую ознакомиться с отдельным видео, где я подробно рассказываю о списке запчастей и как пошагово все установить. Но если кратко, то необходимо установить мотор омывателя фар на бачок и от него проложить шланги до усилителя переднего бампера. Потом сделать отверстия в штатных местах на бампере и установить туда выдвижные форсунки, а также крышки с обратной стороны. А сами форсунки соединить с помощью штуцеров и шлангов. Соединяем шланги на усилителе и на бампере, устанавливаем реле омывателя фар и подрулевой переключатель с кнопкой омывателя фар. Активируем омыватель фар в блоке ETAX, заливаем омывающую жидкость, выгоняем из системы воздух и пользуемся. Данная функция позволит автоматически отключать питание дополнительного оборудования в автомобиле через определенное время. В том случае, если ключ находится в положении работы дополнительного оборудования. В вариант кодинги вы можете отключить данную функцию или настроить отключение дополнительного оборудования через 30 и 60 минут. У меня настроено отключение через 30 минут, и пару раз данная функция спасала от разрядки аккумулятора. Датчик дождя – еще одна полезная опция, которая будет автоматически регулировать интенсивность работы дворников, а также оперативно среагирует и включит дворники, если, например, ваше лобовое стекло забрызгает встречный поток автомобилей. Ну и бонусом при установке датчика дождя у вас появится еще датчик света, так как в данном датчике они совмещены. Для установки вам понадобится сам датчик дождя и света, линза, кронштейн крепления крышки датчика дождя, декоративная крышка датчика дождя, проводка и двухсторонний акриловый прозрачный скотч для линзы и кронштейна. Полный комплект для установки можно купить на разборке. Устанавливается датчик дождя на лобовое стекло в специальное место с шелкографией. Но если у вас на лобовом месте оно отсутствует, датчик дождя можно установить ниже шелкографии около салонного зеркала. На работу это никак не влияет. Потребуется только наклеить на лобовое стекло пленку оракал черного цвета, вырезанную под размер кронштейна крышки датчика дождя. На нее с помощью двустороннего скотча клеим кронштейн. В центр клеим линзу на двухсторонний скотч. Приклеить надо ровно и без пузырей. Прокидываем 3 провода датчика до блока ETAX под обшивкой потолка и левой боковой стойки. Проводку я взял со всеми пинами и разъемами с донора. И подключаем. Фиолетовый провод – это датчик света. Подключаем в разъем C316 в пин 1 блока ETAX. Коричневый провод – это датчик дождя. Подключаем в разъем C130 в пин 10 или в разъем C317 в пин 10 блока ETAX. Черный провод – это минус. Подключаем на любую развязку минуса на кузове. Сверху устанавливаем декоративную крышку датчика дождя. Подрулевой переключатель дворников можно не менять. Режим авто будет работать со штатным переключателем. Далее активируем вариант кодинги блока ETAX 3 пункта. А в кастом кодинге вот этот пункт. После чего проверяем работу датчика дождя. С более подробным видео установки датчика дождя и света можете ознакомиться по ссылке в описании. Конечно, трудно назвать газовые упоры опцией, но я решил добавить их в сегодняшний список из-за их полезной функции и простой установки без каких-либо доработок. Вам необходимо установить кронштейны из комплекта на левое и правое крыло, а также кронштейны на капот. Прокачиваем газовые упоры и устанавливаем их штоком вниз на кронштейны. Закрываем капот и проверяем зазоры. И теперь капот с легкостью открывается вверх, а при полном открытии фиксация штатным упором больше вам не потребуется. Вот такая небольшая подборка получилась, и это далеко не все опции, которые можно установить на Mitsubishi Lancer 10. Штатная камера, бесключевой доступ, курсовая устойчивость, полный привод и много других опций и функций. Но всему свое время. Друзья, спасибо большое за просмотр. До новых встреч!